Друзья мои, здравствуйте! С вами Дина и канал «Коллекция рецептов». Заливные пироги недаром получили свою популярность у хозяек за быстрое приготовление, разнообразие начинок и рецептов самого теста. Несладкие заливные пироги пекут с капустой, мясным фаршем, рыбой, овощами, а тесто для заливных пирогов можно приготовить на кефире, на майонезе, на сметане и так далее. Преимущество таких пирогов в том, что начинку можно подготовить накануне, а непосредственно перед выпечкой пирога буквально за 5 минут приготовить тесто и отправить пирог в духовку. У меня на канале уже есть рецепты вкусных заливных пирогов, которые отличаются не только начинками, но и рецептами теста. Если не видели, обязательно посмотрите. Ссылочки оставлю в описании под видео. А сегодня мы приготовим еще один необыкновенно вкусный пирог, в качестве начинки для которого я возьму квашеную капусту и куриную печень. В отличие от других заливных пирогов, в тесто для этого пирога входит растопленное сливочное масло, что делает выпечку из него более мягкой, нежной, тающей во рту. А поскольку такое тесто готовится очень быстро, то для начала приготовим начинку. Устанавливаем сковороду на плиту, наливаем немного растительного масла и даем ему хорошо нагреться. А тем временем режем мелким кубиком крупную луковицу. Отправляем лук в сковороду и обжариваем до золотистого цвета. А пока он обжаривается, как можно мельче нарезаем куриную печень. Ее по рецепту идет в 2 раза меньше, чем капусты, но можете взять и больше. Все на ваше усмотрение. Выкладываем нарезанную печень в сковороду, все хорошо перемешиваем и добавляем черный молотый перец. Вместо печени можно взять любой мясной фарш или грибы, но именно большое количество жареного лука и куриная печень придают этой начинке некую сладость. Солить я пока не буду, так как готовлю начинку с квашеной капустой. При необходимости досолю позже. Обжариваем печень до полной готовности, но не пересушите ее. А тем временем для удобства разрезания будущего пирога квашеную капусту необходимо слегка порубить, поскольку она изначально была нарезана длинной соломкой. Если у вас капуста очень кислая, обязательно ее промойте и хорошо отожмите. Я этого делать не буду, так как у меня капуста не кислая. Мне было достаточно ее просто отжать. Кстати, у меня на канале есть проверенный рецепт квашеной капусты, которым я пользуюсь уже не один десяток лет. Рекомендую посмотреть, ссылочку оставлю в описании. Отправляем нарезанную капусту в сковороду и на сильном огне обжариваем в течение 4-5 минут до слегка золотистого цвета. Обязательно попробуйте начинку на вкус и при необходимости добавьте соль, перец и, возможно, даже немного сахара, если капуста у вас довольно кислая. Я лишь слегка досолю. Начинка готова. Перекладываем ее со сковороды в любую емкость, чтобы она быстрее остыла. Желательно вынести ее на холод. А тем временем займемся приготовлением теста. В миску выбиваем яйца, добавляем кефир или любой другой кисломолочный продукт. Туда же отправляем сметану и очень мягкое, практически растопленное сливочное масло. Всыпаем соль и сахар. Жидкую часть теста очень хорошо перемешиваем до однородного состояния и растворения соли и сахара. В отдельной посуде тщательно смешиваем заранее просеянную муку и разрыхлитель. Если вам интересно, как я готовлю разрыхлитель в домашних условиях, посмотрите видео по ссылочке в описании. В несколько приемов добавляем сухую смесь в жидкую и тщательно перемешиваем тесто до получения однородной консистенции без комочков. Масса должна получиться как на оладьи. Она мягкая, нежная, тесто не густое, но и не сильно жидкое. В остывшую капустную начинку добавляем сырое яйцо для связки, чтобы после выпекания она не была такой рассыпчатой. Начинка и тесто подготовлены. И теперь займемся формой. Я буду выпекать в керамической форме диаметром 26 см, дно и бортики которой смазываем мягким сливочным маслом, а для стопроцентной гарантии легкого извлечения пирога из формы присыпаем ее панировочными сухарями. Если панировочных сухарей нет, присыпьте форму мукой или манкой. В подготовленную форму выливаем половину теста и разравниваем его. На тесто выкладываем всю начинку, но не уплотняем ее, а лишь равномерно распределяем, не доходя до стенок хотя бы 1 см. Оставшейся половиной теста покрываем всю начинку.
Не спешите, старайтесь делать это аккуратно. Сверху пирог по желанию присыпаем кунжутом, тмином или панировочными сухарями. Отправляем форму в заранее разогретую духовку и выпекаем 50-60 минут при температуре 180 градусов на режиме вверх-вниз. Если будете готовить пирог на режиме конвекция, убавьте температуру до 170 градусов. Но в любом случае время выпекания будет зависеть от особенностей вашей духовки и формы, в которой вы планируете печь пирог. У меня пирог выпекался 50 минут на режиме конвекция при температуре 170 градусов. Готовность пирога всегда проверяйте деревянной шпажкой. Она должна выйти сухой и без остатков теста. Наш заливной пирог с капустой полностью готов. Достаем его из духовки. Аромат от пирога просто необыкновенный и уже очень хочется его попробовать. Даем ему слегка остыть и извлекаем из формы. Для этого накрываем пирог любой плоской тарелкой или доской, переворачиваем и аккуратно снимаем форму. Следом накрываем пирог тарелкой или блюдом, на котором будем его подавать, и снова переворачиваем. Вот так легко и просто можно вынуть из формы любой закрытый пирог. А сейчас давайте его разрежем и посмотрим, что у нас получилось. Пирог очень аппетитный и румяный, легко режется. Его мягкое нежное тесто равномерно пропеклось со всех сторон. При нарезании начинка не рассыпается. Если вы думаете, чем бы вкусненьким накормить свою семью, то рекомендую приготовить этот сытный пирог. Такая домашняя выпечка точно порадует ваших близких. Вкус у пирога особенный. Слегка сладковатое тесто идеально сочетается с обжаренной капустной начинкой, сдобренной золотистым лучком и нежной куриной печенью. Попробовав кусочек такого пирога, вам непременно захочется еще. Заливные пироги, которые также называют наливными, можно готовить не только в духовке, но и в мультиварке на режиме выпечка. Этот быстрый, незатейливый пирог готовится совершенно несложно и из простых доступных продуктов, а по вкусу ничуть не уступает дрожжевым пирогам. Рекомендую приготовить и попробовать. Желаю всем приятного аппетита. Если вам понравился этот заливной пирог, ставьте пальчик вверх. Я буду рада, если вы поделитесь этим видео и напишите свои комментарии. Не забудьте подписаться на мой YouTube канал «Коллекция рецептов» и нажать на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. У меня на канале есть плейлист «Пироги», в котором вы найдете и другие рецепты вкусных сладких и несладких пирогов, в том числе и заливных. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч, до новых вкусных рецептов.